Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подруги, а также мои дорогие зарубежные подписчики. Здрасте вам с кисточкой тоже. Последнее видео за станок. Парни, спасибо вам огромное, вы накидали очень много всего интересного, но судя по всему, мое желание сконцентрировать внимание на станке удалось, потому что я думаю, немногие из вас заметили, что и освещение поменялось. Мне это освещение понравилось, попробую повторить его в этот раз тоже. Но поменял не только освещение, а и ракурс. Очень интересно ваше мнение, что вы думаете об этом. Ну и плавно и медленно перетекаем к сегодняшнему нашему обзору. Ребят, я очень-очень-очень, вот сколько могу, буду стараться в каждом обзоре вас чем-нибудь удивлять и радовать. Этот обзор не исключение. Вы сейчас идете на крупный план, а я тут начинаю. Ну, как обычно, так и вы сами все знаете. Догоняйте. По многочисленным заявкам телезрителей сегодня будет, ребята, 41 голова, потому что в контактах мне уже не один человек обратился и спросил: Вадим, что за фигня, почему 41 голова так давно не была? Ну вот, устраняем эту фигню, сегодня будет Мюле 41 голова. Не путать с Меркуром 41C, это совсем другое. Мюле 41 считается на сегодняшний день самая агрессивная голова, требовательна к технике, но и бреет, зараза, чисто-чисто. А раз она, трехсоставной станок, все как положено, ручка от Дмитрия Тойкина, с которой вы уже знакомы, за что ему еще раз огромное спасибо. Вот так вот она выглядит. А работать будем, ребята, сегодня, раз голова агрессивная, по логике вещей было бы неплохо поставить мягкое лезвие. Мягкое это или нет, я не знаю, потому что вот зашел в Parfum Leader и там вот этого джигита увидел за 11 рублей. Но думаю, дай-ка возьму, если не побреюсь, то хотя бы поржем. Что сегодня получится, я не знаю, но или поржем, или побреемся, что-нибудь одно из двух. Пачка пока ничем не удивила, нормальная пачка. Хоба, хоба. Вот тут удивила, не сильно запечатана, а так аккуратненько открываем, все по-человечески, можно обратно закрыть. Угу. И здесь все проходит, да, можем обратно запихать. Вот так это выглядит. Так-то по логике вещей разобраться, джигиты чем попало-то пользоваться не будут, так что будем надеяться, что оно не сильно мягкое, а так нормальное, мягкое. Если не фейк, конечно, хотя я не знаю, на джигит-то фейк делают, не делают. Обертка совершенно без клея, без всего. Лезвие, посмотрите, как выглядит. Пока приятное впечатление, что будет дальше, посмотрим. Станок взвешивать, мерить не буду, вы его и так все прекрасно знаете, тем более, что он на обзоре-то уже был. Пока все нормально. А за мыло, ребята, сегодня будет Валлобра. Да, ребята, та самая знаменитая итальянская Валлобра, которая уже производится, по-моему, предприятие с 1903 года работает. Вот этот стик нам любезно предоставил Gift & Care Момент, за что ей огромное спасибо. Ребята, здесь меня возмущает только одно. Упаковочка, конечно. Тут вся продукция компании, которую она представляет, она делает не только мыло для бритья, но еще и обыкновенное мыло. Если они пахнут так же, как пахнет это, ребята, я за каждый кусок готов подписаться, потому что запах на самом деле сногсшибающий. Я хочу, чтобы в моем доме так пахло все, ванная точно, потому что запах умопомрачительный. О нем мы поговорим чуточку позже и в завершающем слове. А пока лишь хочу показать, что выглядит все вот так вот. Это, конечно же, несколько грустно, потому что привык там, знаете, выдвигающийся, то есть все. Но с другой стороны, что мы, сильно разбалованы, что ли? Где взяться есть, уже хорошо. А остальное там по лицу размажем. Вот такая вот красота. Выглядит, может быть, и не самым лучшим образом, но, ребята, запах сногсшибающий. А уж как оно бреет, это мы сейчас с вами чуточку попозже и узнаем. Автошейвом у нас сегодня, ребята, будет работать вот эта вот неведомая зверушка благодаря Роме. То, что вот он с Израиля прислал, ребята, конечно, выглядит помпезно. И упаковано помпезно. И вообще, вот можно просто
респект и уважение высказать тем людям, которые вот это делают. И даже на русском языке, смотрите, тут кое-что написано. Ну просто молодцы. Молодцы. Бальзам после бритья. Сейчас найдем способ, как его вытащить отсюда. Так. Тырин-тырин. Вообще-то для умных людей вот здесь вот крышку придумали. Да. Точно, точно. Я не ошибся. Оба ломать ничего не надо. Спокойно вытаскиваем. Коробочка многоразовая, можем собрать, и она опять Баба Ягодка 25. Тюбику повезло точно так же, как и коробке. Смотрите, на русском языке тоже написано. Стоит ли на это обращать внимание или нет, мы узнаем чуточку позже. Это уже в конце. А пока лишь хочу сказать, что, ребята, сделано цивильно. Если оно такое же внутри, как и снаружи, смотрите, вот сейчас мы ее сдерем, и что увидим? Так, не просто так она еще тут, блин, сдирается-то. Вот она. Вот. Не просто, пришлось приложить усилия. Пахнет интересно. Ну все. Вот так вот он выглядит. Что до помазков, парни, то наверняка вы уже догадались, сегодня будут помазки от Яки. Абсолютным лидером вашего голосования стал, конечно же, барсук этой компании. Второе место заслуженно заняла вот эта вот синтетика. Мощный хлопчик такой. Честно сказать, я бы сам с него тоже начал, потому что, ну, не каждый раз в жизни встречается 30-миллиметровый гигант. Но коллектив есть коллектив. Конечно, коллектив можно плюнуть, и он утрется. Но если коллектив на тебя плюнет, то тонешь нахрен. Поэтому, ребята, сегодня будет, конечно же, барсук. И да, Андрюк Пшеничнов в комментарии написал: Вадим, что-то там положи рядом, что-то желто-оранжевое, там сравнить. Андрюх, нифига не понял, поэтому вот так вот выложил сразу, чтобы ты мог посмотреть, что там да как. Если этого мало, я потом еще нормальных барсуков выложу. Поехали. Вместе с помазками пришла вот эта бумажка. Очень даже полезная, я вам скажу, ребята. Из этой бумаги я узнал, что у ребят, у Яки, есть свои аккаунты в Инстаграм, Фейсбуке, Твиттере. Здесь они пишут, какие они молодцы, и что у них основной магазин в Алиэкспресс. С обратной же стороны есть очень подробная информация и интересная, я вам скажу. Вот смотрите, ну по-английски я так дословно не переведу, общий смысл. Общий смысл в том, что ребята занимаются продукцией помазков уже более 10 лет, что кроме своих помазков они еще делают OEM-продукцию не только для Восточной Европы, но и для Северной Америки, что интересно. Плюс ко всему, они говорят, что молодые чемоданы, если вы вдруг хотите заказать у нас свою продукцию тоже, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. И мы вам дадим очень-очень интересные цены, если вы закажете свою продукцию, начиная от 100 штук. With the quality you can get a big discount. Ну, с нашим уважением мы тебе дадим охренительный дискаунт. Ну, ребят, вот вам пища для подумать, заказать помазки Home Lake или не заказать. Ну, это в комментариях обсудим. Ну, молодцы ребята, но кроме этого я сделал для себя еще один вывод. Если люди занимаются АИМ-продукцией, то наверняка они как-то следят за своим качеством, и у них есть какие-то свои стандарты, которые как минимум они должны соблюдать. Плюс ко всему, я был у них в магазине в Алиэкспресс. Кроме смешных цен, меня еще порадовали отзывы на их продукцию. Очень много положительных. Прям ребята молодцы. Есть за что их хвалить или нет, мы скоро узнаем. Но вот конкретно за этот помазок всего лишь один 4-звездочный отзыв из 20 или 19, по-моему. Все остальные 5-звездочные. Этот 4-звездочный был из Азербайджана. За что 4 звезды он влепил, ребят, не могу сказать, не знаю. Там комментариев не было. Но он был единственный. Так, это ты что, ты у нас сейчас лезешь или что ты делаешь? Нет, не лезет, он просто торчит. Ладно, торчи дальше. Так вот, ребята, барсучок, наш барсучок. Высота ручки получается так. А что высота ручки? Давай с линеечкой. 55 миллиметров, покажи своим ребятам. В описании под этим помазком люди указывают возможную погрешность. Плюс-минус 1 миллиметр. Здесь я ее нашел. Обещали 55, сделали 54. Не смертельно, но пока они придерживаются того, что говорят. Высота узла 60 миллиметров обещали. Я здесь вижу где-то 58.
Ну, обманули на миллиметр, я тоже думаю, что не смертельно. Хотя тут вполне себе может быть и 59 запросто, но 60 нет, это точно. Плюс ко всему, диаметр узла тоже говорят, что 24 миллиметра плюс-минус 1. Ребят, здесь ровно 24. Я вот как вот не смотрел, 24 я здесь и увидел. И при всех своих знойных качествах вес его 88 грамм. А давайте посмотрим, что у нас еще из барсуков сколько весит. Ну вот, например, несомненный мой лидер на сегодняшний день от мужского материка 104. Рядышком, ну-ка, амулевская лапочка моя 133. Ну тоже так, где-то рядышком. Так, а гроза всех народов, Зенит 506, 69 грамм. Слабовато, но тоже хорошо. Морис Фармдрам 73, близенько, близенько. Ну-ка, Биг Блосик, ты что скажешь? 69. Ну, основная масса, как я заметил, тусуется вокруг 70 грамм. И лишь некоторые из них выбиваются за 80. Ну, вот такая вот тенденция. Ну, а если вот просто сравнивать всех тех барсуков, которые у меня есть на сегодняшний день, то выглядеть это будет примерно так. Вот это два моих любимчика, потому что у них есть лампочка. Внутри они сделают такой, знаете, как пузырь, мешок, сбитый из воздуха, пены и собственного ворса. И этим вот, знаете, мягким вот этим вот пузырем, вот этой вот лампочкой, они внутри тебя вот так шариком перекатывают. Вот за это я их люблю. Все это благодаря их конструкции, не благодаря размерам, потому что по размерам вы сами видите, они отличаются довольно-таки бодро и внушительно. Что же до этого красавца? То по узлам, смотрите, ну, примерно где-то сопоставимо, да? Кстати, помазок я забыл сказать, он подготовлен 3 раза, я его уже взбил в чаше с мылом, дал высохнуть, и на сегодняшний день я считаю, что он вполне себе годен. Первые 2 раза попахивал чуть-чуть, ну, знаете, не псиной, а так, ну, щеночком каким-то таким. Легкий запах все же был, вообще, даже не критичный совершенно. Ну, вот так как-то. Легкий, совсем легкий. Что же до Зенита? Ну, явно, конечно же, Зенит тут на общем фоне-то проигрывает. Так вот, если смотреть. Зенит поменьше. Но у него своя конструкция, и он за размерами не гонится, он своей конструкцией работает. Как будет работать этот, конечно же, посмотрим. Биг Блосик. Биг Блосик уступает по размерам, и это не мудрено, потому что, ну, как бы формы разные, то есть лампочка и пропеллер. То есть это как бы ну, совсем другое. Почему мне не нравится лампочка за счет того костяка, который он имеет в основе. Что будет здесь, я еще не знаю. Ну а Морис Фармдрам тут как бы вообще другая песня. Сами понимаете, и ворс несколько иной, и форма другая. Здесь уже у нас что, пропеллер? Нет, весло. Блин, парни, и вот пацаны, поправьте, я все время путаюсь. Вот это вот плоское, это что? Вот. Тут лампочка, и понятно, что лампочка. А тут. Ну, знатоков у нас на канале много, парни, в комментариях поправьте. Вот так вот он и выглядит, красавчик. Как он из себя поведет? Давайте посмотрим. Пошли бриться. Немного отпарились. Итак, балобра. Ребята, запах, чтоб я так жил. Я посмотрел на его твердую структуру и решил вместе наравне с помазком точно так же оставить немного в воде и посмотрите, как он поменял цвет. Надеюсь, сейчас мыло удастся договориться с кожей. Да? Очень даже бодренько, смотрите. Угу. Так, все это уберем. Угу. Щетина усердно помогает, что-то там тужится, пыжится, шкрябает. Ну вот, пожалуй, что и все. Попробуем намылить. Ну, в смысле. Помазок уже достаточно хорошо отмок. Вот смотрите. Первый тест на воду. Капать перестало.
О, на 50 грамм тянет. Угу. Даже больше, наверное. Ну, это хорошо, хорошо. Лишь бы сейчас не оплошал. Большой узел. Это еще не залог успеха. Как он сконструирован, насколько глубоко посажен в ручку, как он сформирован, форма самого узла, если костяк нет ли, сопля не сопля, тут все вместе связывается, вот в итоге получается, или тебе нравится, и ты фанатеешь от этого, или, ну, фиг его знает, или, да, вот что-то вот такое. Что будет сейчас, не знаю, первый раз бреюсь. Хотя, да, повторюсь, подготовил, его 3 раза сбил. Не сопля точно. Тут не шарик, тут что-то другое. Хорошее, хорошее. Но вот что именно, сейчас разбираюсь. Лалобра-то зажигает. Ну, такие, по-моему, все нормально. Ух, даже чересчур. Увлекся и все в гипс загнал. Так, а гипс нам не нужен. В каком-то мультике видел, там бугай здоровый, вышибала такой, губки бантиком красным только кросил, вот что-то напомнило. Ну что ж, 41-я голова, слющаясь джиги там, да? Посмотрим, что будет. Зарежешь, не зарежешь, или все повыдергиваешь по одной. Так. Воу. Оу. Ой. Ядрит, мадрит. Такое ощущение, что, знаете, вот этот каждый волосок берут вот так вот на кулак наматывают, и ты отцепись. Вот как, знаете, австралийцы бреются, мужик ложится, женщина сверху, берет шнурок, скатывает, потом к волосине подносит, так тырц. Вот что-то такое сейчас было. Не. Ребят, вы извините, но меняем. Однозначно меняем. Давайте, наверное, джигита попробуем на чем-то другом, но не в 41-й голове, это точно. Я лучше поставлю что-нибудь более проверенное. Так, Роквелл было. Биг. Фезер. Ну, Фезер он Фезер. Отложим на всякий случай. Что у нас тут еще есть? Жилет. Чина нет. А какой-то у нас жилет? А непонятно какой жилет. Просто жилет и все. Парни, не помните? Так, не будем голову морочить. Наверное, Фезер поставим, да и все дела. Фезер, он как бы и в Африке Фезер. Итак, Физера поставили. Амал-1. Это что ж за лезвия такие, что они так драли-то? Так, ну, дубль 2.
Вот, ждал, пока по первоначальной щетине пойдет. Вот тут разница на лицо, потому что если джигитом, ну, не брила, выкорчевывала. Прям мало того, что грейдер с тупым ковшом, так еще и машинист в дуплину. Вот такой вот. И вот там вот пофигу, без анабиоза просто выдирают. А здесь песня другая. Здесь шелест, шелест. Не, ну козе понятно, что самое острое лезвие, агрессивная голова, надо как бы дабл контроль, но бритет все равно другое. Ну, собрал хорошо. Угу. Что до саму стикину от Волобры, скольжение хорошее. Вот сейчас послевкусие прилично остается, то есть тут как бы еще пенки туда. Угу. Прям я чувствую, как, знаете, вот скользящая маслянистая такая поверхность. Хорошо. Здесь не шарик. Детей уберите. Здесь буфера. Вот голову уткнул между грудей. И вот так пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот так он тебя всеобъемлющий. У меня уже было на каком-то из помазков вот подобная конструкция. Массаж есть, но он массирует объемом. Вот как-то вот так вот. Ну что-то как-то по пене грустненько совсем, да? Ну, хотя, в принципе, я не привык стиками бриться. Кто стиками бреется, ребят, вот на второй раз вот так вот это нормально или нет? Скажите, пожалуйста. Может, надо стиком за одно бритье два, например, два раза на лицо заходить. Вот как правильно? Ну вот, волосинка одна есть, маленькая. Угу. Парни, пока я не знаю, как правильно, потому что стиками-то я не бреюсь и не прочел ваших комментариев под этим видео, поэтому я еще разочек стиком. Что-то мне этой пены как-то маловато.
Ну вот так вот. Да что ты будешь делать? Ну смотрите, 2 раза стиком мазанул, совсем другое дело. Вполне себе. Что-то с моей кармой не то. Сосед с препаратом проснулся. Ну, только вот эти вот мои дурацкие места остались. Ну, так что вообще, чтобы идеально было. Сейчас мы их уберем. Beautiful. Все, автошейв. Хотя стоп, какой автошейв, ребят, помазок. Вот смотрите, первый раз отмоченным стиком прошли хорошо, потом наносили стик еще раз. Вот он наш помазок, по идее здесь можно было бы еще раз-два побриться. Вот если его вот так вот выжимать, я чувствую внутри, ну как, ну возьмите у девчонок колготки, подрежьте и насыпьте туда что-нибудь текучее, тоже песок, например. И когда ты его так раз трогаешь, он сразу не расходится, он какое-то, знаете, сопротивление оказывает. И вот здесь то же самое, когда вы пытаетесь выдавить, вот это сопротивление оказывает, он отдает пену, ну как бы нехотя. То есть, ну, вполне себе, вполне себе. Сама же пена,
Ну как ее на стике сравнивать? Вот из помазка она такая. Вот. Ну и запах, конечно, ребята. Запах. Ну вот теперь автошейв. Ну да, парочку раз-то я себе цепанул. Отвык от 41-го. Фух. По большому счету, привыкнуть к 41-й голове несложно. Надо просто проявить максимум терпения и осторожности, плюс думать, что ты делаешь. Думать придется недолго, 3-4 раза. А потом уже в автомат все войдет и все будет хорошо. Но думать надо. Если не думать, то примерно то же самое будет. Ну, может хуже, может лучше, не суть. Суть в том, что 41-я голова, это все-таки, ребята, 41-я голова. То бритье, которое она дарит, это beautiful. Это вот не просто дельфин, а вот новорожденный дельфин. Вот он только что родился, и весь такой, вот его еще жизнь ни хорошему, ни плохому ничему не научила. Он вот такой, чистый лист бумаги. И весь гладенький, гладенький. Ух! Так, ну что тут нам Рома приготовил? Не, ну запах, да. Запах прям... Ой, как же ты называешься-то? Aftershave Balm Spa Health and Beauty. Где-то я слышал эту фирму. Это не сетевики, нет. Deep Sea Minerals. С минералами из Мертвого моря. Горошину Рома предупредил. Спасибо ему огромное за это. Нет, за все спасибо, а за это тем более. Он говорит, много не надо. Нет, там Децл вот такой взял, да и все. Так. Вот так. Это получается даже дофига взял. Ой-ой-ой. Жжется. Но минерал-то кусучий. Слушай, Ром, из Мертвого моря в натуре, ну в смысле, правда, там ничего не отвалится. Хотя что это мажу рожу, так туда и надо смотреть. Ребята, классно, классно. Сейчас вот пока вот на этом этапе все, что меня не устраивает, это только та некая маслянистость, которая есть. Пройдет она или нет, пока мы не знаем, проверим. Но как он пахнет и как он заходит на кожу, ребята, это beautiful. Ой, запах чего-то свежего. Женщина. То есть, знаете, каждый раз, когда вы идете вот по городу, там в каком-то присутственном месте или еще где-то, и вот мимо вас проходит, вы даже не видите ее. Хлоп, какая-то волна, молекула какая-то воздуха к вам пролетела, и раз сразу оборачиваетесь и ищете от кого. И как правило, по этому запаху вы всегда находите ее. Она красивая, статная, хорошо сложена, хорошо пахнет, в глазах уверенность и чуточку задора с блеском. Знаете, такая хитривая, игривая какая-то, но только в глазах, больше нигде. Ну, не то чтобы вызов, а чувство собственного достоинства, что-то вот такое вот. Знаете, вот прям вот какой-то запах вот такой вот приятный. И ты точно знаешь, что это женщина. Женщина с большой буквы. Я не хочу сказать, что Рома нам что-то женское подсунул. Нет. Вот просто образ вот такой вот рождает. Ну, после бритья женское. Хотя что, девчонкам тоже что-нибудь можно мазать. Интересно, что у них за образ родится. Ну, наполовину уже ушло. Если так пахнет Мертвое море, я думаю, там по берегам столько народу сидит, и все нюхают, мажется. Вещь. Рома, спасибо, однозначно вещь. Ну вот смотрите, те ссадины, которые успел нанести, они локализованы и уже забыты. Их уже нет нифига. Кожа успокоена, щипание прошло. Холодка не было, щипание, вот именно щипание. Знаете, вот как будто алкогольное что-то. Хотя какой тут алкоголь-то. Класс. Просто класс. Если липкость сейчас вот это вот уйдет, не липкость, а, знаете, маслянистость. Блин, вот после 41-го вот сам себя мацаешь, и вот хоть бы где-то зацепился. Вот это станок, да, это вещь. Итак, давайте сладенькое на потом, по порядку.
Джигит, не хочу сказать в топку, нет. Но на 41-й голове, ребята, точно нет. Если вы не хотите познать все прелести корчевания пней, без пневмоинструмента, а может и с ним даже, то, ребят, ну его нафиг. Возможно, на каком-то другом станке он вполне себе ого-го и джигит. Но 41-й он точно не джигит. А если джигит, то левый джигит. На 41-й его ставить нельзя. Может быть, у меня какая-то щетина особенная. Или, допустим, кожа какая-то не такая. Ну, блин, ну так беспардонно обходиться вот с моим волосяным покровом. Да я охренел сразу. Ну, вот волосы пилили тупой пилой, их выдергивали, их выкорчевывали, их драли. И вот знаете, вот это вот все, ну вот только что не закапало еще. И хорошо я не продолжу, так бы точно закапало. Ну, как только поставили персону Фезер, ну, картина кардинально изменилась. Вот этот шелест, не громкий, а просто шелест. И я, вот если с джигитом 41-й для меня был, знаете, как злобная собака, которая тебе в ляжку вцепилась или там в булке, или рвет вот так, сейчас, сука, я тебя съем, что-то вот такое. А вот как только вот поставили Фезера, это, знаете, это как, ну, как комбайн. Идет колоски, так тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. А в это время комбайнер сидит так, музыку хорошую слушает. У него все в порядке, там все в порядке, везде все в порядке. Вот только поставили Фезер, везде все в порядке. Да, но это мои огрехи, это не огрехи станка. Надо границу на замке держать, там хоп, сжал буску и иди правильно. Вот чуть-чуть где-то расслабился, тырц, маленечко, что-то и задел. 41-я голова и Фезер — это гремучая смесь, которая подарит вам великолепное бритье. Но, ребята, нужен контроль, знание техники и неторопливость. Не спеша. Медленно спустились с горы и все волосы сбрили. Поэтому вот вещь, однозначно вещь. Ну а джигит посмотрим, может быть, еще на какой-то станок поставим. Хотя 11 рублей пачка. Ну посмотрим, пока не будем загадывать. Валобра. Валобра, ребята, мне бы мыло их попробовать, чтобы в чашечке забабашить. А со стиком я что-то не разобрался. Вот, лучше начну с того, что не понравилось. Не понравилось, что один раз, вот хохотание, господи, лицо намазал, и я-то по надежде, по простоте душевной думал, что все, на все, и так и пошел, и пошел, и пошел. В чем тут косяк? То ли мыло, то ли помазок, сказать не могу. Но пришлось стик брать второй раз в руки. Это единственная такая вот, скажем так, серьезная претензия к этому мылу. Возможно, я с ним просто не разобрался. Все остальное, ребята, скольжение 5, остаточный эффект на лице остается после прохода Фезером 41-й голове. Более чем. Там еще на добривку хватит. Но стойкость пены, ну так и вы ее сами видели, то есть со стойкостью пены там все в порядке. Запах. Запах — это отдельная песня. Я бы тут сказал даже, знаете что, это барбаршаповская ванна мыльно-пузырная. Вот те, кто служил в армии, наверняка выражение это мыльно-пузырное помнят. Так вот, вот только ты этот запах почуял. И причем это все мыльно-пузырное хорошего качества. Вот прям обалденный запах. Прям вот если бы во всех парикмахерских, куда я прихожу, так пахло, я был бы доволен. Если бы у меня в ванной все время так пахло, я был бы счастлив. То есть запах обалденный, шикарный. Что касается конечного вердикта, ребята, 5 за все, за запах еще пару баллов, 7 однозначно. Ну а что касается цены 7,5 евро, ну этот стик, его вы знаете, насколько хватит. Поэтому, если хотите себя побаловать, мы с вами подороже продукты видели. То есть вот как вариант очень даже может быть. Автошейв. Все, ребята, ничего нету. Не так уж долго я вам зубы заговаривал, а на лице уже ничего нету. Все, весь тот порядок, который 41-я голова навела, он укомплектован, посчитан, поставлен на баланс, реанимирован, и все ушло. И нету никакой липкости. А есть просто один большой, красивый дельфин. Ну, в смысле, не я дельфин, я про кожу. И меня какой дельфин, как из джигита пуля. Ну, в смысле, лезвие.
Нравится, нравится Роме. И хочу сказать еще раз одно отдельное спасибо, потому что мало того, что все это прислал, так еще и дал возможность вам всем показать эту линейку и рассказать про нее. Оставил бы я его себе, ребята, я даже думать не буду. Я, конечно же, оставлю. Ни в каких розыгрышах, никогда, нигде он участвовать не будет. Я оставлю его себе. И не только потому, что это подарок Ромы, а потому что эта вещь мне чрезвычайно понравилась. Я очень... Вот одно сомнение, я его выскажу. Health and Beauty. На русский перевести это получается health, ну, забота о beauty прекрасной, забота о прекрасном, что ли. Что-то у меня какая-то подозра есть, что это сетевики. Вот если сетевики, я не знаю, как у них там построено, как бы там вот в мафию в это не попасть. Но если у вас есть возможность взять вот такую штуку, и это не сетевики, ну так, безболезненно, чтобы вас туда на кроколыку не притянули. Ребята, советую попробовать. Вещь однозначно. Не знаю, что тут от черного, от Мертвого моря, но это работает. Работает и приятно работает. Вот эта вот штука, в смысле молочко, бальзам, вот это вот все, я не открою для вас большого секрета. Каждый раз, когда я его использую, я опасаюсь, останется, не останется. И дело даже не в том, что я какое-то там белье замараю, там рубашку или еще что-то, а дело в том, что самому неприятно. Очень часто вот под этим вот бальзамом или еще что-то, вот проходит 5, 10, 15 минут, а то ли кожа как-то не так дышит, то ли еще что-то. И знаете, вот мелкие висельники влаги, пота начинают появляться. Мне это не нравится. Я не хочу этого. Я вот с этим, я сейчас спокойно могу подойти к любимой, поцеловать, она кроме запаха не почувствует ничего. А с тем вряд ли. Там прилипну, ну и слава богу, скажите вы, прилипну. Да, согласен. Мои девчонки, я никогда не буду возражать, но хотела бы как-то по-другому прилипать. Этот вам не даст прилипнуть. Вещь. Однозначно вещь. Рома, рахмат алейкум, или как там по-израильски, загуглю, посмотрю. Спасибо. Помазок. Помазок от Яки Барсук с узлом 24 мм, 60 мм, ручка 55. Начну с претензий. В ручке это не то чтобы претензия, это мое имхо. Вот я бы вот эту часть в ручке изменил, потому что, несколько как-то вот, что-то вот, знаете, возможно, я еще не привык. Мне бы хотелось, чтобы эта часть чуть подлиннее была, чтобы я больше мог схватиться. Все, ребята, на этом претензии заканчиваются. Вводная информация, что мы располагаем. Компания, которая занимается не только производством своих изделий, но еще АИМ продукцией. Плюс не первый день на рынке, уже 10 лет. Плюс у них есть своя factory, на которой они все это производят, и причем неплохого качества, судя по отзывам в магазине. Ну, таким отзывам, сами знаете, надо пополам делить, но тем не менее, они есть. Всегда хорошо, когда есть, плохо, когда нет. И о том, что в принципе это магазин неплохой, даже его репа говорит 99,1. То есть на 0,9% где-то когда-то он ее подсадил. Не факт, что с помазками, но с чем-то подсадил. И скажу больше, я перестаю смотреть на магазин, если вижу репутацию ниже 97. То есть это человек, в смысле компания, на 3% подсадил. Это много. Это много, ребята. Чтобы на 3% подсадить, это нужно столько рекалов собрать, это нафиг. А 99,1 это... Конечно, это не 100. Когда 100, там смело идешь в магазин, и особенно если он не первый год на рынке, там все понятно. Но 99,1 это тоже хорошо. Плюс, наверняка вы все знаете мою историю, что меня пугало в китайских помазках. Это то, что отдаешь 10, 15, 20, 30, 40 баксов, а взамен получаешь пшик. То есть начинаешь бриться, или он лезет, или воняет безбожно. С запахом я бы смирился, если бы он нормальный был. Или просто, грубо говоря, на полшестого у него узел. Нафига такое счастье за свои бабки? Я 3 раза об этом обжегся, и все, я зарекся. Один раз вы сказали: Вадим, а вон смотри. 2-й раз сказали: Вадим, а вот. 3-й раз сказали. Все, не выдержал, пошел, созвонился, прислали. И что же мы имеем? Помазок 28 бакинских. Стоит ли он этих денег? Несомненно. Дотягивает ли он до моего любимчика? Ребят, скажу честно, нет. Нет. Это не критично. Это не приговор. Это не значит, что вот это хорошо, а это плохо. Нет. Это значит, что они разные.
они работают по-разному. Этот хорош, на самом деле хорош. Этот для меня лучше, потому что у него внутри вот эта вот сфера есть, у этого сферы нет. У этого он сам, вся одна большая сфера. То есть он работает не тем внутренним шаром, что мужской материк, он работает вот этим вот всем шаром. Меня вначале очень сильно беспокоило и напрягало, что у него здесь посередине будет хребет, который мне не даст работать, и я его не полюблю. Ребята, этот я могу полюбить. Потому что здесь есть за что полюбить. Он большой, он объемный, он качественный. Как он работает? Да, не так, как мужской материк, но тем не менее он свою функцию полностью выполняет. Он массирует не точечно, он массирует объемом. Пену генерирует, да, конечно же, да. Держит ее, да, тоже прекрасно, как и воду. Вот по большому счету я перед собой сейчас вижу прекрасный образец соотношения цена-качество. Потому что за 28 баксов вот такое... Ну, ребят, ну, это подарок. Так-то разобраться. Здесь по большому счету, вот кроме вот этой части на ручке, мне и докопаться-то не до чего. Реально. Потому что это сделано хорошо. Я боялся, очень боялся, что сопля будет. Нет, не сопля. Хороший помазок. Я не скажу, что самый лучший, но это хороший помазок. До мужского не дотягивает. До зенита тоже не дотягивает. Ну, с Мюлей, ну, тоже как бы сравнивать, сами понимаете. Это другая позиция, другая ниша, и он полноправно эту нишу занимает. Он в своей нише король. Вы возьмите мне еще, покажите помазки из барсука до 30 баксов. И мы тогда сможем сравнить. Все те помазки, которые я сегодня показывал, они свыше 30 баксов. Поэтому, знаете, в некоторой степени даже сравнение и неправомочно. Но у меня других помазков нет. Я выложил то, что у меня было, и мы сравнили. Среди этих барсуков, которые свыше 30, вот у меня есть, на крупном плане вы видели, он не затеряется. Он просто сам по себе, он в своей нише. В любом случае. Даже если вот так вот разобраться, ну вот смотрите, 14 евро, 28 баксов. Ну, ребят, с моей точки зрения, доплатить копейку и взять вот этот. Я не хочу сказать, что Вулфикс плохой. Нет, он по-своему хорош. Но если вы хотите барсука, сильвертип, ребят, да это более чем вариант. Вообще, честно сказать, ни капли не жалею, что познакомился с компанией Яки, потому что, ну, развеяли мои сомнения, развеяли мои подозрения. И по большому счету, не знаю, как покажет себя синтетика, но с барсуком, да, парни попали в десяточку. Вот стоил бы он 45 баксов, 40. Тут уже, знаете, так, тут уже бабка надвое сказала. Возможно, я бы даже сказал, ребят, ну опять же, это моя колокольня, потому что то, что шарик мне больше нравится, это не значит, что он понравится всем. Те ребята, которые брали мужской материк, он всем им понравился, не было ни одного такого, что не понравился, но все-таки может найтись человек, кому бы он не понравился. Но если бы этот стоил 45, я бы сказал, ребят, лучше мужской материк. И добавьте там копеечку, там, если с хорошей ручкой хотите. Если просто с ручкой, да я бы лучше тот взял. А он 20. Ну сколько там, 28 или сколько, совсем другая цена, вообще другая цена. Ребята, это находка. И я хочу тему с пара привести. Когда-то давным-давно, много-много лет назад, по пару доминировали девайсы Греция, Англия, Америка, Германия, Европа, короче. Делали такие супер-пупер качественные, нержавые вещи, и стоили они как космолет. Там ближе, чем 100-150 евро к девайсу не подходи. Что генезисы, что баки, что прочее. Шло время. Наши ребята на юге суетились, там слямзят, тут сдерут, передерут, там берут, передерут, а потом по 3 копейки нам продают. Первые образцы продавали, мы все плевались. И было за что плеваться, заслуженно. Но время шло. Качество вот этих вот, чего они выпускали, с каждым разом все улучшалось. Потом китайцы вообще обнаглели. Они стали выпускать уже свои конструкции. Те, которые не европейцы, не американцы не выпускали, они делают свою. Да, где-то скооперировали с Америкой, Китай, где-то сами, но тем не менее они стали это делать, а качество все тянулось и тянулось. Годы прошли, и что же мы сейчас видим? Картина примерно следующая. Годные девайсы, вполне себе годного качества,
20 долларов, 30 долларов. Ну, совсем уж оборзевшие, за 40 баксов предлагают. Американцы все в своем стиле. У них там 80, 100, 120. Это они так вот своей ниши-то придерживаются. А в Китае вот такое. И это все к чему? Если эта компания выпускает продукцию не только для Европы, которые под своим именем там продают нам эти помазки, но и для Северной Канады, ну, для Северной Америки, то как бы через год, через два, через три, вы намек-то поняли? Время идет, и люди растут. Так что очень рад за эту компанию, и от всей души надеюсь, что пройдет совсем немного времени, и мы сможем с вами получать качественные, но недорогие предметы для своего быта. Ну вот как-то так. Компании Яки хочу передать привет. Thank guys, thank a lot. Ну а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. И хороших вам помазков, ребят. И автошейвов. И мыло. Рано говорить, но мне кажется, не наступайте в какашку. Хоть и 11 рублей, но все равно, мне кажется, это не предел мечтаний. Ладно, все, пока-пока, заговорил я вас. До новых встреч. С вами был я, Вадим.